Здравствуйте, друзья! Кем был кыштымский карлик? На протяжении многих лет люди мечтают встретиться с представителями внеземных цивилизаций. На данный момент официальной встречи с гостями из космоса, правда, так и не произошло. Однако, то и дело всплывают разные находки якобы тел пришельцев. Так, во второй половине 90-х годов прошлого столетия в городе Кыштым Челябинской области были найдены останки странного существа, которому приписали внеземное происхождение. В поселке Каалиновый под Кыштымом, где-то под деревьями возле теплотрассы, и был найден знаменитый кыштымский пришелец. В мае 1996 года пенсионерку Тамару Просвирину, проживающую в городе Кыштым, неожиданно потянуло на местное кладбище. Повинуясь странному порыву, россиянка отправилась на погост прямо среди ночи. Но по дороге у колодца она нашла небольшое существо, ростом не более 22 сантиметров. Оно было живое. У находки голова была похожа на луковицу, небольшое тело покрывали глубокие морщины. Крупные глаза не имели зрачков и радужной оболочки, а на месте рта находилась узкая прорезь. Пенсионерка принесла существо к себе домой и назвала Алешенькой. 3 недели подряд соседи наблюдали, как Тамара любовно носит на руках что-то завернутое в импровизированные пеленки. Она никому не доверяла. Только одной подруге, тоже Тамаре, скрипя сердцем, разрешила посмотреть. Та потом рассказывала: противно так пищал, взгляд осознанный, ростом сантиметров 30. Больше никто не знал, кто там в этих пеленках. Знали только, что бабушка не в себе. В конце концов, похоже, кто-то не выдержал. Вызвали психиатричку. Тамару Васильевну забрали. Она пыталась объяснить, что в квартире остался ребеночек, но нетрудно догадаться, как это было воспринято. Квартира опустела. Когда именно в ней снова появились люди, доподлинно неизвестно. Есть сведения, что врачи оставили дверь незапертой, и в жилище бабушки Тамары наведывались соседские алкоголики. В любом случае, в какой-то момент в квартире нашли уже мертвое тельце несчастного существа. Загадочное существо за время отсутствия пенсионерки, жила она одна, погибло от голода. Мумифицированное тело вскоре было конфисковано правоохранительными органами. Предполагалось, что Просвирину вполне могла подобрать на кладбище человеческий выкидыш. Также говорилось о ребенке-мутанте, жертве радиоактивного загрязнения Челябинской области. Но патологоанатом, проводивший медицинскую экспертизу, заявил, что у человека, даже мутанта, не может быть подобного строения тела. Череп у него был очень такой продолговатый, остроконечный, как кувшинка, сложенный из лепестков. Напоминает буденовский шлем, если смотреть в фас, а если в профиль, то он с большим таким огромным затылком, в общем-то не свойственным вроде человеку. Даже при отклонениях и поверху идет гребень, а спереди киль идет через лоб. Там, где нос должен быть, носа нет, ушных раковин нет, глазницы большие, расположены прямо над верхней челюстью. Лобная доля преобладает над лицевой, чуть ли не в 3 раза больше, нижняя челюсть отсутствует, ручки скрещены, одна на другую положены, и он иссушен так, что трудно на нем что-то определить. Некоторые свидетели, в свою очередь, стали утверждать, что они принадлежат пришельцу-гуманоиду, мол, аналогичное строение тел имели все инопланетные существа, которых когда-либо удавалось подобрать на Земле. Уфологи же и предположили, что Алешенька вполне мог быть пилотом космического корабля, который потерпел крушение в Челябинской области. О дальнейшей судьбе кыштымского карлика можно судить лишь со слов женщины по имени Галина Ивановна Семенкова. Тогда она представляла некую организацию со следующим названием – Звездная академия связи с пришельцами, филиал в городе Каменск-Уральский. Журналистам удалось с ней связаться, но не удалось услышать ни слова об Алешеньке. Услышав это имя, она бросила трубку навеки. Поэтому нам остается только читать то, что она рассказала нашим коллегам много лет назад. А именно, что она обратилась к судмедэксперту из Екатеринбурга. Тот сделал анализ ткани Алешеньки и определил его группу крови. Правда, какая же оказалась группа, не уточняется. Но в любом случае он якобы удостоверился, что это действительно человеческий зародыш, а потом просто утилизировал, как и любой другой уже ненужный биоматериал. И все-таки право поставить финальную точку в этой истории должно принадлежать генетикам. Расследованием дела Алешеньки много лет занималась организация «Космопоиск», которая живет надеждой на долгожданный контакт. Со слов ее покойного руководителя Вадима Черноброва, биоматериал кыштымского карлика передавали в Институт общей генетики имени Вавилова, и анализ ДНК загадочного существа якобы был проведен под руководством заведующего лабораторией радиационной генетики, ныне покойного профессора Владимира Шевченко.
Проскальзывала также информация, что биоматериал Алешеньки исследовал доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник НИИ физико-химической биологии имени Белозерского Владимир Алешин. Вот что он ответил журналистам на вопрос о кыштымском инопланетянине. «Мне нечего сообщить по вашему запросу. С уважением, Алешин». Такое ощущение, что всем был отдан приказ замалчивать истину в этой истории. Из всех этих ответов ученых можно сделать два различных вывода. Первый вариант. Анализ ДНК Алешеньки действительно никогда никем не проводился, и убедительного ответа на вопрос, кто это был, вообще не существует. Второй. Анализ был, но результатов не разглашают. Отсюда вопрос. Если это был человек, почему бы не показать миру подтверждающие это данные генетического анализа? В чем проблема? Организм существа неожиданно пропал. Его местонахождение неизвестно и в настоящее время. Так что, кем на самом деле было найденное женщиной существо, остается сейчас только догадываться. А как вы думаете, кем на самом деле был кыштымский карлик? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.